У каждой страны есть странность, тайна или рекорд. Вот самые поразительные факты со всего света. Коротко, ярко и по делу. У Южной Африки аж целых 3 столицы. Претория отвечает за исполнительную власть. Парламент заседает в Кейптауне, а Верховный суд страны находится в Блумфонтене. Такое разделение было сделано намеренно, чтобы исторические провинции страны чувствовали себя равноправными и не были ущемлены политически. Район Кашмир является уникальным примером территориального конфликта. Он разделен между 3 государствами. Индия контролирует Джамму, Кашмир и Ладакх. Пакистан управляет территорией Азад-Кашмир и регионом Гилгит-Балтистан. Китай держит под контролем высокогорное плато Аксай-Чин. Этот спор начался еще в 1947 году после раздела Британской Индии и периодически приводит к вооруженным столкновениям. Популярная ошибка в географической классификации касается Афганистана. Многие привыкли относить эту страну к Ближнему Востоку, но на самом деле Афганистан находится в Южной и Центральной Азии, не имея прямого выхода к Средиземному морю. Его называют страной в сердце Южно-Центральной Азии. Афганистан также знаменит необычным рекордом. С момента получения независимости в 1919 году страна меняла свой флаг более 25 раз, отражая частые политические перемены от эмирата, форма правления исламского государства, до республики и обратно. Албания в 20 веке стала уникальной страной, официально объявившей себя атеистическим государством. В 1967 году диктатор Энвер Ходжа ввел официальный атеизм, закрыл около 2000 мечетей и церквей и запретил все религиозные обряды и книги. Вплоть до падения коммунистического режима в 1990 году за публичное исповедание веры можно было попасть в тюрьму. Небольшая европейская страна Андорра тоже выделяется необычным демографическим фактом. Половина ее жителей не граждане княжества. Из примерно 80 тысяч населения только около половины имеют андоррский паспорт, а экономику страны поддерживают постоянные резиденты – испанцы, португальцы и французы, привлеченные безналоговыми покупками и горнолыжными курортами. Аргентина известна не только футболом и танго, но и рекордным числом специалистов по психическому здоровью. В Буэнос-Айресе плотность психологов достигает 222 человек на 100 тысяч. Это мировой максимум. Особенно популярна психотерапия в классическом стиле. В столице можно увидеть рекламу психоаналитиков прямо на улицах. В Армении шахматы – это не просто популярная игра, а обязательный школьный предмет. С 2011 года все ученики со 2 по 4 классы проходят уроки шахмат в рамках школьной программы. Государство оплачивает обучение, а тренеры проходят специальную национальную аттестацию. Такой подход отражает традиционно высокую репутацию Армении в шахматах. Австралия прославилась необычным историческим событием – войной с Эму. В 1932 году правительство отправило 200 солдат с пулеметами, чтобы справиться с популяцией эму, наносивших вред сельскому хозяйству Западной Австралии. Однако птицы, уклоняясь от обстрелов, легко скрывались в кустах, и в итоге люди признали поражение. Операция была закрыта из-за бесполезности и высоких затрат. Азербайджан выделяется необычным нефтяным городом посреди Каспийского моря. Это поселение, известное как нефтяные камни,
Расположена в 70 километрах от берега и представляет собой огромный комплекс нефтедобывающих платформ, соединенных эстакадами общей протяженностью около 300 километров. В этом удивительном городе живут и работают около 2000 человек, а для удобства даже построены кинотеатр, магазины и футбольное поле. На Багамах придумали нестандартный символ для своей денежной купюры. На банкноте достоинством в $1, выпущенной в 2018 году, изображен духовой оркестр полиции Нассау, столицы страны. Это редкий случай, когда музыканты стали центральным символом национальной валюты. В Бангладеше принято различать целых 6 времен года, что связано с древними сельскохозяйственными и культурными традициями. Традиционная местная поэзия выделяет 6 отчетливых сезонов: жаркое лето, сезон муссонных дождей, ранняя осень, прохладная осень, зима и весна. А вы бы хотели жить в Бангладеше? Беларусь часто называют легкими Европы. Примерно 40% территории этой страны покрыто густыми лесами, включая знаменитую Беловежскую пущу и лесистые болота Полесья. По плотности лесного покрова Беларусь сопоставима с Финляндией, однако на единицу ВВП белорусские леса страдают от вырубки гораздо меньше, чем в других европейских странах. Бенин знаменит как родина религии вуду, возникшей в древнем африканском царстве Дагомея. Сегодня в Бенине вуду признана официальной религией, а 10 января празднуется Национальный день вуду. По всей стране проводятся церемонии и жертвоприношения, привлекающие множество верующих и туристов. А вы бы хотели провести свой отпуск в Бенине? Боливия известна печально знаменитой дорогой смерти Юнгас. Этот узкий горный серпантин, ведущий от Ла-Паса в тропические регионы Амазонии, до реконструкции ежегодно уносил жизни 200-300 человек. Сегодня дорога улучшена, но остается популярной среди велосипедистов-экстремалов, которые стремятся испытать себя на узкой полосе асфальта над обрывом. У Боснии и Герцеговины уникальное устройство власти. Страну одновременно возглавляют 3 президентов, представляющие 3 основных этнических группы – сербов, хорватов и босняков. Такой механизм власти был введен после Дейтонских соглашений 1995 года, чтобы поддерживать баланс между народами. Каждый из президентов занимает пост председателя президиума по очереди, меняясь каждые 8 месяцев. В Бразилии сохранилось более 100 племен, которые не контактируют с внешним миром. Большинство из них живет в глубине амазонских джунглей, вдоль границ с Перу и Колумбией. Правительство страны через специальный орган ФУНАИ активно защищает территории этих племен, запрещает доступ туда миссионерам, туристам и представителям бизнеса, чтобы сохранить традиционный уклад и уникальную культуру. В Болгарии нашли старейшее обработанное золото на планете. Оно было обнаружено в Варнинском некрополе, возраст которого составляет примерно 4600 год до нашей эры. Археологи извлекли около 3 килограммов золотых украшений, что примерно на 800 лет старше знаменитых шумерских изделий. Это делает Болгарию местом самой древней обработки драгоценного металла. Камбоджа встречает Новый год 3 дня подряд, начиная примерно с 13-14 апреля. Этот праздник называется Чаул Чам Тхмей и совпадает с аналогичными празднованиями в соседних странах, например, тайским Сонгкраном. Второй день этого 3-дневного фестиваля посвящен традиции сооружения песочных ступ во дворах буддийских пагод,
которые символизируют очищение и обновление. Камерун называют Африкой в миниатюре. На территории этой страны представлены все 5 климатических зон континента, от влажных мангровых лесов на побережье Гвинейского залива до сухих саванн региона Адамава и горных зон на вершине горы Камерун. Такое разнообразие делает страну уникальным местом для изучения африканской природы. Островное государство Кабо-Верде было полностью необитаемым до 1456 года, когда здесь впервые высадились португальцы и генуэзцы. До этого архипелаг не знал местного населения, что сделало его важным пунктом трансатлантической торговли и колонизации, а сейчас Кабо-Верде известен как привлекательное туристическое направление с уникальной культурой. Чад отличается печальным рекордом. Здесь самая низкая средняя продолжительность жизни в мире. Согласно данным ВОЗ за 2023 год, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет около 53 лет. Основными причинами являются распространение малярии, низкий уровень медицинской помощи и продолжающиеся конфликты. Чили известна пустыней Атакама, самой сухой на планете. Благодаря отсутствию осадков и прозрачному воздуху здесь ежегодно бывает до 300 безоблачных ночей, что делает регион идеальным местом для крупнейших мировых астрономических обсерваторий, таких как Европейская Южная обсерватория и Паранальская обсерватория. Китай, несмотря на огромную территорию, живет в одной часовой зоне GMT+8. Это было введено в 1949 году для унификации страны. В западных регионах Китая, например, в Кашгаре, это приводит к необычным последствиям. Фактически солнечный полдень может наступать только в 15 часов по официальному времени. Коста-Рика – пример успешного перехода на зеленую энергию. Около 99% электроэнергии в стране генерируется за счет возобновляемых источников, гидрогеотермальных и ветровых станций. В 2017 и 2021 годах страна несколько раз подряд работала свыше 300 дней без использования ископаемого топлива. Республика Кот-д'Ивуар, или по-простому берег слоновой кости, занимает первое место в мире по производству какао, поставляя примерно 40% от мирового урожая. Однако фермеры, выращивающие какао-бобы, зачастую получают менее $1 в день, что ставит перед мировым сообществом вопрос этичности потребления шоколада. Хорватия прославилась как родина одного из величайших изобретателей Николы Теслы. Ученый родился в деревне Смилян, тогда Австро-Венгрия, где сегодня действует музей и тематический парк, посвященный его жизни и открытиям. В Демократической Республике Конго всего 5% дорог имеют асфальтовое покрытие. Из-за тропического климата и регулярных проливных дождей огромные территории страны становятся недоступными без использования речного транспорта, что значительно затрудняет экономическое развитие и транспортное сообщение. Республика Джибути известна уникальным соленым озером Ассаль, самым соленым в Африке. Его соленость превышает соленость океанской воды примерно в 10 раз и достигает 348 промилле. Для сравнения, у Мертвого моря около 300 промилле. Кроме того, это озеро расположено на 155 метров ниже уровня моря, что делает его самой низкой точкой Африки. Доминиканская республика – единственная страна, на флаге которой изображена раскрытая Библия.
По традиции считается, что это цитата из Евангелия от Иоанна 8:32. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Эквадор стал первой страной в мире, закрепившей в Конституции права природы. В 2008 году были приняты статьи, признающие экосистемы субъектами права. Теперь любой гражданин страны может подать иск от имени леса, реки или другой природной системы, если ей наносится ущерб. Древний Египет дал миру множество гигиенических изобретений, описанных еще в папирусах Эберса. Среди них были простейшие зубные пасты, смесь соли, мяты и ириса, дезодоранты из смеси лимона и сосновых шишек и даже мисвак – прообраз современной зубной щетки. В 2021 году Сальвадор стал первой страной в мире, где биткоин официально признали законным средством платежа. Принятый закон о биткоинах в Сальвадоре разрешает гражданам оплачивать биткоинами налоги и товары наряду с традиционными долларами США. Экваториальная Гвинея удерживает специфический рекорд. Страной управляет самый долго сидящий несменяемый лидер Теодоро Обианг Нгемба Мбасого. Находится у власти с августа 1979 года, а правит страной с конца 1982 года. Таким образом, срок его правления превышает 43 года. Эстония славится уникальной книжной культурой и держит мировой рекорд по числу книг в личных библиотеках граждан. Согласно исследованиям, у среднего эстонца дома хранится около 218 книг. Поддерживают эту культуру 540 публичных библиотек на 1,3 миллиона жителей. Эфиопия живет по собственному календарю, в котором не 12, а 13 месяцев. В году 12 месяцев по 30 дней и еще один короткий месяц – пагумен, из 5 или 6 дней в високосный год. Сейчас в Эфиопии не 2025, а примерно 2017 год. На Фиджи интересное культурное табу. Носить шляпу в присутствии старейшин может только верховный вождь, Paramount Chief. Все остальные должны ходить с непокрытой головой или носить традиционные венки. Надев шляпу, турист может невольно проявить неуважение. Финляндия ежегодно растет. Поверхность Земли поднимается примерно на 9 мм в год. Причина в явлении, известном как послеледниковая изостазия. После того, как ледники отступили, земная кора начала медленно выпрямляться, и Финляндия прибавляет около 1 квадратного километра суши каждый год. Во Франции действует необычный закон против пищевых отходов. Магазины площадью более 400 квадратных метров обязаны передавать непроданные, но съедобные продукты благотворительным организациям. Закон был принят в 2016 году, и уничтожение пригодных продуктов теперь запрещено законом. Гамбия известна необычным местом, священным прудом Качикалли, где женщины, испытывающие проблемы с зачатием, купаются среди ручных нильских крокодилов. Местные считают этих пресмыкающихся тотемами и верят, что такой ритуал помогает зачатию и беременности. В Гане распространены так называемые фантазийные гробы. Известный мастер Паджо создает саркофаги в виде различных символов профессий или интересов умерших – рыбы, фотоаппарата, самолета. Такие гробы являются уникальной формой памяти и прощания с усопшими. В Гватемале главным видом общественного транспорта является так называемый chicken bus.
Это списанные американские школьные автобусы, которые переправляют в Гватемалу, где их ярко раскрашивают, оснащают звуковыми сигналами и используют для перевозки пассажиров между городами и деревнями. Гвинея известна как геологическое чудо благодаря огромным запасам полезных ископаемых. Страна обладает крупнейшими запасами бокситов, около 2/3 мировых резервов, а также значительными запасами золота, алмазов, железа и меди. Несмотря на это, Гвинея остается одной из беднейших стран мира. Как думаете, почему? У побережья Гвинеи-Бисау расположен архипелаг Bijagos, где большинство островов управляется исключительно женщинами. Здесь сохранился матриархат. Женщины контролируют финансовую, политическую и духовную жизнь, выбирают мужей и даже сами делают им предложения. Гайана носит прозвище «Земля гигантов». Ее тропические леса и реки являются домом для множества самых крупных животных и растений на планете, включая гигантских муравьедов, капибар, ягуаров и огромных водных лилий Виктория Амазонская, способных выдержать вес ребенка. Гаити известна единственным в истории успешным восстанием рабов. С 1791 по 1804 год под руководством Туссена Лувертюра местное население одержало победу над французскими колониальными силами, став первой страной, основанной освобожденными рабами. Гондурас вошел в историю из-за необычного конфликта – футбольной войны с Сальвадором в 1969 году. Поводом к войне послужил проигрыш сборной Гондураса в матче за выход на чемпионат мира. Однако на самом деле причиной были более глубокие проблемы, такие как земельные и иммиграционные споры. Венгерский язык считается одним из самых сложных для изучения. Его алфавит содержит 44 буквы, включая несколько вариантов гласных с различными диакритическими знаками. Это делает изучение языка особенно трудным для иностранцев. Согласно опросу исландской компании Maskina, в 2022 году 54% жителей страны не исключают существование Huldufolk, скрытого народа, аналога эльфов. Эта мифология настолько укоренилась, что при строительстве дорог, туннелей и зданий проектировщики нередко изменяют маршруты, чтобы обойти так называемые эльфийские камни, места, где по легендам могут жить эти существа. Несмотря на малое население, около 3 миллионов, Ямайка является мировым лидером в спринтерском беге. Усейн Болт, Шелли Энн Фрейзер-Прайс, Асафа Пауэлл и другие атлеты принесли стране более 24 олимпийских золотых медалей на дистанциях до 400 метров. Успех объясняется спортивной инфраструктурой, массовыми школьными соревнованиями, генетикой и культурной ценностью бега как символа национальной гордости. Компания Конго Гуми, основанная в 578 году буддийскими плотниками, специализировалась на строительстве храмов и монастырей. Это старейшая фирма в мире с документально подтвержденной непрерывной деятельностью. Она оставалась независимой до 2006 года, после чего вошла в состав корпорации Takeda. Даже после слияния название и специализация фирмы сохранились. Календжины – горный народ Кении, проживающий на высоте около 2400 метров. При том, что они составляют менее 1% населения страны, именно они выигрывают свыше 40% всех главных международных марафонов, включая олимпийские.
Их секрет кроется в ежедневных тренировках на разреженном воздухе, биомеханических особенностях тела, узкие кости, длинные конечности, а также в культурной норме бега. В деревнях дети буквально бегут в школу с малых лет. В Лаосе, маленькой горной стране Юго-Восточной Азии, до сих пор продолжается трагическое наследие войны. С 1964 по 1973 годы США сбросили сюда более 2 миллионов тонн боеприпасов, сделав Лаос самой бомбардируемой страной в истории. Из-за неразорвавшихся снарядов до сих пор десятки людей ежегодно гибнут или получают увечья, особенно в сельской местности, где земля активно используется для сельского хозяйства. Лесото – единственная в мире страна, которая полностью лежит выше 1400 метров над уровнем моря. Даже самая низкая точка в долине слияния рек Оранжевой и Макхаленг находится на высоте 1400 метров, что делает Лесото абсолютным мировым рекордсменом по высоте. Из-за этого страна получила прозвище «Королевство в небесах» и отличается уникальным климатом и географией среди африканских государств. В Вильнюсе, столице Литвы, есть необычный район Ужупис, который в 1997 году объявил себя республикой художников. Он имеет свою конституцию из 41 статьи, флаг, президента и даже министерство. Конституция наполнена ироничными и философскими формулировками, вроде «каждый имеет право быть счастливым» или «каждый имеет право умереть, но это не обязательно». Это пространство стало центром альтернативной культуры и самовыражения. С 29 февраля 2020 года Люксембург стал первой страной в мире, полностью отменившей плату за общественный транспорт. Теперь автобусы, поезда и трамваи по всей стране абсолютно бесплатны как для жителей, так и для туристов. Это стало возможным благодаря высокому ВВП на душу населения и государственной политике по снижению загрязнения воздуха и автомобильных пробок в городах. На острове Борнео в малайзийской части растет удивительное растение Рафлезия арнольда, крупнейший цветок в мире. Его диаметр превышает 1 метр, а вес может достигать 11 килограммов. Он также известен как цветок труб, так как во время цветения испускает сильный запах гниющего мяса, чтобы привлечь опылителей, в основном мух. Несмотря на отталкивающий запах, цветок является ботанической достопримечательностью региона. В Мали в XIV веке правил Манса Муса I, которого историки считают самым богатым человеком за всю историю. Его состояние, пересчитанное на современные цены золота, оценивается примерно в 400 миллиардов долларов. Он прославился тем, что раздавал золото во время паломничества в Мекку в таких количествах, что это вызвало обесценивание металла в Египте и падение цен, от которого экономика региона восстанавливалась десятилетиями. На Мальте находятся мегалитические храмы, возраст которых превышает египетские пирамиды. Комплексы Джгантия, Хаджар-Ким и Таршиян датируются 3600-3200 годами до нашей эры и считаются одними из самых древних отдельно стоящих каменных сооружений, созданных руками человека. Их назначение до конца не ясно, но они, вероятно, использовались в религиозных целях, что делает Мальту важнейшим археологическим памятником древнего мира. В Мавритании курсирует один из самых длинных и тяжелых поездов на планете, перевозящий железную руду из Зуэрата к порту Нуадибу. Его длина может превышать 3 километра,
а число вагонов 200-300. Этот поезд стал необычным туристическим аттракционом. Пассажиры могут бесплатно ехать прямо на грузе руды, несмотря на риски песчаной бури, жару и полное отсутствие удобств. На островах Микронезии, особенно на острове Яб, используется уникальная валюта – каменные диски под названием «Рай». Эти каменные деньги могут достигать 4 метров в диаметре и весить несколько тонн. Интересно, что их не переносят после сделки, просто общество признает смену владельца. Деньги остаются стоять на месте, часто в джунглях или у дороги, являясь частью коллективной памяти и договоренности. В Марокко, особенно в регионе Сус-Масса, можно наблюдать удивительное зрелище. Козы лазят по ветвям органовых деревьев на высоте нескольких метров, поедая плоды. После этого пастухи собирают выплюнутые косточки, из которых позже добывается органовое масло. Этот процесс стал настолько распространенным, что привлек внимание туристов и даже стал символом устойчивого сельского хозяйства в регионе. В Мозамбике находится единственный в мире национальный флаг, на котором изображено современное огнестрельное оружие – автомат Калашникова АК-47. Он сопровождается книгой и мотыгой, символизируя соответственно образование, сельское хозяйство и борьбу за независимость. Такое сочетание подчеркивает революционное прошлое страны, где движение Фрелимо вело вооруженную борьбу против колониального правления Португалии. В Мьянме находится один из самых тяжелых колоколов в мире – Мингунский колокол. Он был отлит в 1810 году по приказу короля Бодо Пайи и весит около 90 тонн. До появления московского царь-колокола этот монумент считался крупнейшим звенящим колоколом в мире. Он находится рядом с недостроенной пагодой Мингун и остается значимой культурной и туристической достопримечательностью страны. На острове Науру, одном из самых маленьких государств в мире, отсутствует официально признанная столица. Административные учреждения разбросаны по всей территории, а район Ярен выполняет функции столицы де-факто. В то же время юридически он считается просто поселком. Это делает Науру уникальным случаем на политической карте мира, страной без формального главного города. Нигерия занимает второе место в мире по объему кинопроизводства, уступая только Индии. Ее индустрия Нолливуд ежегодно выпускает до 2500 фильмов, зачастую с бюджетами менее $50 тысяч. Фильмы выходят преимущественно на физических носителей VCD, DVD и быстро расходятся тиражами в миллионы копий. В Северной Корее действует один из самых суровых законов против культурного влияния извне. Согласно закону о борьбе с реакционной идеологией, принятому в 2020 году, за просмотр, хранение или распространение южнокорейских сериалов предусмотрена смертная казнь. Кроме того, власти могут наказывать за использование южнокорейской моды, выражений или даже свадебных платьев, считая все это угрозой идеологической чистоте страны. В Португалии, в центре Лиссабона, расположен старейший в мире книжный магазин – Livraria Bertrand. Он начал свою работу в 1732 году и с тех пор не закрывался. Пережив разрушительное землетрясение 1755 года, наполеоновские войны и диктатуру Салазара. Магазин находится на улице Гаррет в районе Шиаду и до сих пор работает. Катар – одна из самых урбанизированных стран в мире.
Более 99% населения живет в городах. Более 80% катарцев и мигрантов сосредоточено в агломерации Эль-Вакра. Эта концентрация объясняется не только климатом и удобствами, но и особенностями экономики страны, основанной на нефти, газе и высокотехнологичном строительстве. В сельской местности практически нет постоянных жителей, что делает Катар уникальным примером крайней урбанизации. В Румынии, в деревне Сепенса, существует веселое кладбище, яркое и нестандартное место памяти. Здесь установлены сотни деревянных надгробий с насыщенными цветами, резными рисунками и ироничными стихами, описывающими жизнь и смерть покойных. Художник Стан Иоанн Петраш начал это традиционное оформление еще в 1930-х годах, превращая каждую могилу в визуальный и текстовый рассказ. Вот такое необычное отношение к смерти, с юмором и уважением. В Самоа официально признаются 4 культурных гендера. Помимо мужчин и женщин, существуют мужчины, играющие социальную женскую роль, и женщины, играющие мужскую. Эти категории существуют столетиями и считаются традиционной частью самоанской культуры. Они принимаются обществом и зачастую занимают важные социальные и семейные роли. Саудовская Аравия, несмотря на огромную пустыню, вынуждена импортировать песок из других стран, включая Австралию и ОАЭ. Это связано с тем, что местный песок слишком мелкий и округлый из-за длительного выветривания, из-за чего плохо сцепляется в цементных смесях. Для строительства необходим более угловатый песок, способный формировать прочную бетонную структуру. Вот такой парадокс. Кстати, а вы знаете примеры северных стран, которые покупают снег? Напишите. В Сербии, несмотря на то, что официальным письмом согласно Конституции 2006 года является кириллица, в повседневной жизни доминирует латиница. Около 70% рекламы, СМИ и онлайн-контента используют латинское письмо. Это связано с влиянием интернета, международных брендов, а также соседних стран, где латиница является основой. Таким образом, в Сербии сосуществуют 2 системы письма, каждая из которых служит разным сферам коммуникации. Сейшельские острова представляют собой редкий случай океанических островов, образованных не вулканами или кораллами, а гранитом. Этот архипелаг – фрагмент древнего суперконтинента Гондвана, отколовшийся от Индии и Африки около 75 миллионов лет назад. Берега таких островов, как Ла-Дик и Маэ, состоят из массивных гранитных валунов и скал, что делает их геологически уникальными и привлекательными для ученых и туристов. Сьерра-Леоне обладает значительными запасами алмазов. До 10% мирового сырья сосредоточено в ее кимберлитовых трубках. Несмотря на это богатство, страна остается в числе самых бедных на планете. Доходы от алмазной промышленности часто уходят в частные руки или используются для финансирования конфликтов, как это было во время гражданской войны 1990-х годов. Экономика и социальная сфера страны по-прежнему страдают от коррупции и неравенства. Шри-Ланка гордится самым древним в мире посаженным человеком живым деревом. Это священный Джая Шри Маха Бодхи в Анурадхапуре. Оно было посажено около 288 года до нашей эры из черенка того самого дерева, под которым Будда достиг просветления. На протяжении более 2300 лет дерево ухаживалось и охранялось буддийскими монахами и верующими.
и до сих пор является объектом паломничества и религиозного поклонения. В Судане находится больше нубийских пирамид, чем в Египте. На территориях древних царств Куш, Внури и Мероэ сохранилось более 200 пирамид, в основном узких и крутых, отличающихся от своих египетских аналогов. Эти захоронения использовались для погребения правителей и знати, и сегодня представляют собой важнейшее свидетельство африканской архитектурной и религиозной традиции, малоизвестной за пределами региона. Сирийская столица Дамаск – один из старейших постоянно населенных городов мира. Археологические находки в его окрестностях, в частности на Тель-Рамат и в Ксуре, указывают на присутствие человека еще в 9 тысячелетии до нашей эры. Город упоминается в египетских табличках 18 века до нашей эры. На протяжении тысячелетий Дамаск был центром торговли, религии и культуры в регионе, несмотря на войны и катастрофы. В Таджикистане 93% территории занимают горы, включая знаменитый Памир, прозванный крышей мира. Самая высокая точка страны – пик Исмаила Самани, достигающий 7495 метров. Большая часть страны расположена выше 1000 метров над уровнем моря, и лишь долина реки Вахш находится ниже 500 метров. Такая топография делает страну сложной для инфраструктурного развития, но невероятно живописной и богатой на природные ресурсы. В Туркменистане с 2018 года действует неформальный запрет на черные автомобили. В столице Ашхабаде допускается регистрация только белых или серебристых машин, так как считается, что светлые цвета приносят удачу. Владельцам темных авто приходилось перекрашивать транспорт, чтобы пройти регистрацию. Такая политика отражает культурные особенности страны, где личные вкусы лидера могут становиться негласными правилами на уровне государственной политики. Тувалу, одно из самых маленьких государств мира, получает значительную часть своего бюджета от аренды интернет-домена верхнего уровня .tv. Благодаря совпадению с популярным сокращением от Television, этот домен активно используется стриминговыми платформами, принося стране около $7 миллионов в год, что составляет примерно 8% ее ВВП. Вот такое везение. В Объединенных Арабских Эмиратах большинство населения – это вовсе не граждане страны. Из примерно 10 миллионов человек лишь чуть более 1 миллиона имеют гражданство, а остальные 89% – это трудовые мигранты, преимущественно из Индии, Пакистана, Бангладеша и Филиппин. Они работают в строительстве, сфере услуг, нефтегазовой отрасли и обеспечивают экономический рост страны, хотя часто живут в условиях далеких от роскоши Эмиратов. В Ватикане отсутствует естественная рождаемость. Ни один ребенок не рождается внутри этого государства. Население около 800 человек полностью состоит из целибатного духовенства, швейцарской гвардии и нескольких мирян, занятых в службах Святого Престола. Гражданство Ватикана дается по должности и автоматически утрачивается при ее окончании. Это делает Ватикан уникальным в мире государством с нулевым уровнем рождаемости и особым юридическим статусом жителей. Во Вьетнаме находится крупнейшая пещера в мире – Шондонг, открытая только в 1991 году и подробно исследованная в 2009. Объем ее главной галереи превышает 38 миллионов кубических метров, а внутри располагается собственный микроклимат, джунгли из гигантских фикусов и подземная река.
Некоторые сталактиты достигают десятков метров, а внутреннее пространство столь велики, что в них можно было бы построить целый городской квартал. Йеменский город Шибам, часто называемый Манхэттеном пустыни, славится своими глинобитными небоскребами XVI века. Здания высотой до 30 метров, 8-10 этажей, были построены вплотную друг к другу, образуя плотные городские кварталы. Такая вертикальная архитектура в пустыне была не только эстетикой, но и практической необходимостью. Она защищала жителей от набегов кочевых племен и обеспечивала охлаждение в условиях экстремальной жары. Зимбабве – одна из немногих стран в мире, где официально обращаются сразу 8 валют. После гиперинфляции 2009 года и краха национального доллара в стране были введены в обращение доллар США, южноафриканский ранд, ботсванская пула, британский фунт, индийская рупия, австралийский доллар, китайский юань и электронная валюта RTGS. Такая мультивалютность помогает стабилизировать экономику, но делает финансовую систему чрезвычайно сложной для регулирования. Ну и наконец, Антарктида – единственный континент, который пересекает все 24 часовых пояса одновременно, так как все долготы сходятся в Южном полюсе. Однако полярные станции на континенте не придерживаются строгих географических часовых поясов, а используют время своих стран-основателей или ближайших логистических портов. А на этом у меня все. Если хочется продолжения и есть идеи для новых видео, пиши, не стесняйся. Еще увидимся!